Друзья, а что если я вам скажу, что новый электровелосипед может быть мощнее профессионального велогонщика на пике формы? Известный всем производитель дронов DJI ворвался на рынок EMTB и буквально взорвал его своим новым мотором Avinox M2S. Представьте, 1500 Вт пиковой мощности и 150 ньютон-метров крутящего момента. Это в 2, а то и в 3 раза мощнее топовых систем от Bosch и Shimano. Но, друзья, радоваться рано. Пока одни велосипедисты ликуют, другие бьют тревогу. Ведь эта технологическая революция может навсегда закрыть для электровелосипедов доступ в леса и парки. И сегодня мы с вами разберемся, что же это такое: инженерный прорыв и легальный чит-мотоцикл, ну или закат эпохи свободного ЕМТБ. И, друзья, с вами я, Василий Кочин, бренд-менеджер Скотт. На этом канале я рассказываю о новинках Скотт, а также своем увлечении спортом. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. А также подпишитесь на мой телеграм-канал Product Scott, где я публикую интересные новости гораздо чаще, чем делаю ролики. Так вы всегда будете оставаться в курсе самых интересных событий. Ну что, знакомьтесь, это IM-Flow, байк, который заставил всю велоиндустрию и таких гигантов, как Bosch и Shimano, нервно кусать локти. Но откуда вообще взялся этот бренд? Ведь еще недавно о нем никто не знал. Тут, друзья, все очень интересно, потому что IM-Flow – это собственный бренд компании DJI. Да-да, тех самых ребят, которые делают лучшие в мире квадрокоптеры и экшн-камеры. Они решили не просто создать очередной электробайк и продавать его другим, а построили вокруг своего же нового движка Avinox M2S эталонный электровелосипед. И, друзья, у них получилось. Перед нами полноценный карбоновый эндуробайк с огромной батареей на 800 Вт-часов, который, кстати, весит достаточно неплохо для своего класса мотора и батареи. Всего около 19 килограммов. Но самое интересное скрыто внутри рамы. Этот изящный байк выдает 1500 Вт пиковой мощности в режиме Boost и целых 150 ньютон-метров крутящего момента. И тут у любого адекватного человека возникает логичный вопрос. Подождите, но ведь в Европе и США действуют жесткие законы. Как такой электробайк вообще пустили на дороги общего пользования, не говоря уже про велодорожки? И вот тут DJI нашли гениальную юридическую лазейку. Дело в том, что строгие законы Евросоюза и Великобритании ограничивают электровелосипеды по 3 параметрам. Чтобы электробайк считался велосипедом, его ассистент должен включаться только при педалировании. Максимальная скорость ассистента должна не превышать 25 км в час, а номинальная мощность мотора ограничена на отметке 250 Вт. Ну и в DJI сказали: окей, номинальная мощность нашего мотора честные 250 Вт, а скорость ограничена электроникой на отметке 25 км в час. Закон соблюден. Ну и тут, друзья, есть очень интересный нюанс, ведь законы полностью игнорируют пиковую мощность мотора при кратковременных нагрузках и ускорениях. И пока конкуренты скромно держались в рамках приличия, DJI выкрутили эту пиковую мощность на максимум, выдав целые 1,5 киловатта. Друзья, что такое 1500 Вт? Это столько, сколько даже я не выдавал на пике своей физической формы. Поэтому формально IM-Flow – это обычный электровелосипед, но на практике это чистокровный электрический зверь, аналогов которому на рынке просто нет. Ну ладно, сухие цифры на бумаге – это, конечно, скучно. Но как эти безумные 1,5 киловатта ощущаются в реальности? Крупные велоиздания вроде BikeMag и Pinkbike уже успели откатать на моделях IM-Flow на самых жестких трассах. И знаете, друзья, что самое удивительное? Первый вердикт всех ревьюверов одинаковый – это чистый восторг, смешанный с шоком. Главное, чего боялись абсолютно все, что байк превратится в дерганый и неуправляемый мотоцикл, который будет постоянно срывать заднее колесо в букс. Но инженеры DJI перенесли сюда свои алгоритмы плавности из мира дронов. Эксперты отмечают, что в базовых режимах ассистента тяга подается невероятно мягко. Мотор моментально считывает давление на педали и просто делает тебя, сверхчеловеком. Но все меняется, как только ты активируешь режим Boost. Ты получаешь те самые 1500 Вт на целых 30 секунд. И тут забавно, что тестеры из Pinkbike даже признались: мы никогда не жали так часто на тормоза, на подъемах.
Мотор Avinox превращает скучный апхилл в отдельный экстремальный вид спорта. Ты не просто заезжаешь в гору, ты из нее вылетаешь, закладывая при этом фановые вилли и рискуя на поворотах. Там, где топовые моторы от Bosch и Shimano начинают задыхаться и требовать от тебя бешеного каденса, DJI Avinox просто везет тебя дальше с легким, едва заметным футуристичным свистом. И, кстати, эксперты отмечают, что система работает очень тихо, слышно лишь легенький гул. При этом ты требуешь от мотора гораздо больше, чем могут дать конкуренты. А что же касается начинки, то мотор от Avinox использует плоскую намотку кабеля, именно такую же, как на современных электромобилях. Это делает двигатель экстремально легким, он весит всего 2,5 килограмма и довольно экономным. Кроме того, их батареи поддерживают настоящую быструю зарядку. Друзья, это именно то, чего не хватает современным электробайкам. До 75% Avinox может зарядиться за 1,5 часа, и этого у Bosch до сих пор нет. Ну а что же касается геометрии и управляемости самого байка, то китайцы не стали изобретать велосипед. Они аккуратно скопировали проверенную базу у лучших брендов. По поведению на спусках байк AM-Flow PL очень сильно напоминает легендарный Specialized Stump Jumper. Но, друзья, физику, к сожалению, не обманешь. Несмотря на общий умеренный вес, из-за массивного мотора и крупной батареи, центр тяжести все равно смещен немного вперед. Эксперты отмечают, чтобы выдернуть руль перед препятствием, сделать банни-хоп или резко переложить свой байк на узкой, но техничной тропке, придется приложить заметно больше физических усилий, чем на обычном велике без ассистента. И это, друзья, далеко не единственный минус, с которым придется мириться ради безумной мощности. Конечно же, появление такого ассистента вызвало не только восторг, но и кучу споров. В сообществе произошел настоящий раскол. Большинство опытных велосипедистов, это примерно 70%, требуют запретить, или сильно ограничить такую мощность. И, друзья, конечно же, их можно понять. Во-первых, если каждый новичок без опыта сможет влетать в крутые подъемы на таком снаряде, лесные тропки быстро превратятся в кашу. Во-вторых, а это, кстати, самый главный страх, лесничество и власти городов просто приравняют такие велосипеды к мопедам. А что это значит, друзья? А это значит, что кататься по лесным трейлам и паркам будет нельзя. А для велосипеда потребуются права, номера. И, конечно же, друзья, будут и штрафы. И DJI, конечно же, все это прекрасно понимают. А самой компании очень важно, чтобы их технологии признали в официальном спорте. Поэтому они пошли на компромисс и сами задушили одну из версий своих моторов ради стандартов UCI. Для официальных гонок китайцы сделали специальную прошивку Race 750. В этом режиме пиковая мощность урезается ровно в 2 раза, до приемлемых 750 Вт. И, конечно же, такой мотор разрешили использовать на мировых гонках. Друзья, тут на самом деле выходит забавный парадокс. Обычный любитель, который купит байк с Avinox в магазине, получает байк в 2 раза мощнее, чем у профессионального гонщика на чемпионате мира. Но этим шагом DJI показали, они готовы играть по правилам, когда это надо. Но для обычных людей они создали прецедент, на который властям теперь придется как-то отвечать. Друзья, что касается моего мнения, то, конечно же, я считаю, что паниковать и кричать, что все пропало, точно не стоит. Давайте посмотрим на все это безобразие трезво. Да, конечно, грань между велосипедом и мотобайком становится тоньше. И, кстати, это очень похоже на подтирание границ между Gravel и МТБ. И, друзья, я делал очень интересный ролик на эту тему, обязательно посмотрите его, если еще не смотрели. Ссылочку я оставлю в описании к этому ролику. Но что тут важно? Я согласен с DJI, что мощность не равна скорости. Ограничитель на 25 км в час никуда не делся. Он по-прежнему работает, как и номинальная мощность в 250 Вт. А сама по себе дикая тяга не сделает вас крутым гонщиком. Техничные и сложные трассы быстро отфильтруют тех, кто не умеет кататься. Никакие 1500 Вт не прибавят вам базовой техники владения байком. Я считаю, что лишняя мощность нужна в первую очередь для контроля. Там, где обычный мотор начинает сдаваться, DJI Avinox просто помогает вам проехать сложный участок. Китайцы совершили крутой инженерный рывок. Они показали, что сверхмощный мотор может быть плавным и тихим. И то, что другие крупные бренды тоже начнут ставить подобные движки на свои рамы, лишь вопрос времени. Главное, чтобы индустрия успела договориться с властями до того,
того, как лазейки в законах закроют вместе с доступом к нашим любимым трейлам. И, кстати, друзья, о крупных брендах. Спрос на новые движки оказался таким высоким, что большого количества моделей на новых движках среди известных брендов мы сможем увидеть только в следующем сезоне. Но уже сейчас есть модели у Canyon, Commensal, Mandraker, Pivot, ну и, конечно же, собственный суббренд DJI IM-Flow, ну и другие менее известные бренды. В общем, друзья, обязательно пишите в комментариях свое мнение, что же это все-таки такое. Революция в мире e-байков, ну или опасный шаг к ограничениям и запрету мощных электробайков. Ну и, конечно же, не забудьте проверить свои подписочки на мой YouTube-канал, а также на мой Telegram-канал Product Scott. Ну и если этот ролик вам понравился, друзья, поставьте ему лайк. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео.